Доброго времени суток ценителям средневековой династии, это Soul Games, и продолжаем прохождение. Как обещал, я показываю свою новую деревню. Старую я снес, переехал в совсем другое место. Рядом с озером, красивый лес, сосны, клены, немножко берез. У меня находится сейчас 12 домов. Точнее, не 12 домов, а 6 домов, в каждом из них по 2 человека, соответственно, 12 поселенцев. Вот впереди сидит жена, ест яблоко, довольная, счастливая, безработная. Безработная, потому что я ее кухню поломал. Я построил ей кухню, дал ей задание работать в кухне, а потом снес. Переносил в другое место. Ну что, пойдем покажу, что у меня получилось. Вот 6 домов. В центре, скажем так, городская деревенская площадь, да, центр деревни. Костерок. И 12 стульев, как 12 месяцев, как в сказке. Вот. И чего? Значит, дома, жилые дома последнего уровня. Я их уже частично побелил. Жители довольны, счастливые, улыбаются, радуются. Каждый дом рассчитан на 4 человека. Соответственно, семья, муж, жена, одна сатана и 2 детей. Соответственно, когда дети достигнут совершеннолетия, они будут такие же полноценные работники ножа и топора. Так, ну чё, покажу дальше. Это житница. Здесь хранятся все продукты. В житнице они портятся гораздо меньше, поэтому здание хорошее, полезное, нужное. Далее склад. В этом месте хранятся все вещи, ресурсы. То есть это центр деревни. Основное хранилище. Далее колодец. Колодец нужен для добычи воды. Вот тут дамочка Ульрика. Улюлька. Юлюра. Короче, Юлька. Вот, так вот Юлька. Тетя там. Ага. Так вот Юлька. А что ты подняла и бросила? Так вот Юлька беременная. Да. Вот первый беременный. Так, дальше, что у нас? Шалаш землекопов. Полезная вещь. Здесь пацаны у нас добывают камни, известняк, глину и солому. Ну, соответственно, все это дело им нужно указать, потому что сами они не соображают, что им надо. Потом я покажу, как это делается. Кухня. Кухня, в которой работать будет сейчас жена. Мастерская. Там дальше сейчас покажу. Сейчас назначим сюда жену. Ну, естественно, вкладку управления. Выбираем нашу кухня. Подробнее. Пустой слот. Назначить работника. Управление назначением. И выбираем Людвиру, жену. И она у нас будет поваром. Ну как же, жена и не повар, повар, да. Вот, как только обозначили рабочее место для поселенца, для работника, следующая вкладка, нужно сказать ему: друг, что ты будешь делать-то? Вот, так значит, она будет готовить у нас жареное мясо. Жареное мясо у нас с переизбытком добывают охотники. Потом покажу, где они. Ну, то есть жареное мясо будет у нас в 2 видах. Первый вид, оно как основное будет у нас употребляться в пищу. И также из жареного мяса готовится, сейчас скажу, мясо с поклевкой. Жареное мясо и лук. Лука сейчас нету. Лук еще не вырос. Точнее, его только собрали, но, по-моему, его все съели. Ну, пусть будет. Поставим на 10. Далее суп. Суп такой.
Суп с соленым мясом. Суп жарить с простым мясом, сырым. Нужна свекла, деревянная чашка. Это у нас есть. Пускай работает, пускай занимается. Поставим на 20-очку. Рагу. Рагу с соленым мясом. То есть, получается, идет какой-то рецепт, да? Рагу с сырым мясом и с соленым мясом. Ну, соленое я не делаю, с обычным мясом. Здесь нужна морковь. Морковь, свекла и капуста. Сейчас поля имеется. Все работает, все замечательно. Тоже на 10-очку ставлю. Далее похлебка. Похлебка с соленым мясом, похлебка с сырым мясом. Вот она, пожалуйста, капуста. Ну, можно тоже на 10-очку ставить. И я думаю, будет достаточно. Вот. Ну и пройдемся дальше немножко. Вот он, пожалуйста, охотничий домик. Здесь работает один человек. У него в приоритете, наверное, сушеное мясо уберем, поскольку оно сейчас не надо. Сейчас все усилия на сырое мясо. Ну, где-то на 65, да? Кожу тоже можно оставить до 10. Все остальное на сырое мясо. То есть смотри, получается сырое мясо, оно будет жариться. И также жареное мясо можно съесть в своем виде, как с жареным мясом, да, как обычное мясо также пойдет в пищу. И для приготовления мясной подливы. Ну, там лук нужен, надо посмотреть, что у нас с луком случилось. Так вот, вкладка «Строительство». Здесь у нас показано, какие основные постройки. Да не основные, а все постройки. Дальше состояние. Состояние постройки, да? Техническое состояние. Сколько людей должно работать. И сколько в данный момент работает. Допустим, в охотничий домик должно 4 человека. Можно разместить. Работает пока 1. Мне достаточно. И, соответственно, налог. Далее, самое интересное. На последнем столбце есть кое-какие обозначения. То есть в данный момент в амбаре у нас не хватает каких-то ресурсов, нет материалов. Да, вот, пожалуйста. А не хватает чего у нас? Для удобрения не хватает гнили. Ну, значит, еще продукты кое-какие не сгнили. Можно, в принципе, это процесс ускорить. С житницы более-менее испортившиеся продукты перенести, допустим, в основной склад. Там они быстрее сгниют и будет удобрение. Но удобрение у нас как бы достаточно, да? Вот. Вот, скажем так, вот здесь вот все это обозначается. Кухня. Подробнее. Нет материалов, работает. Ну, это вот сейчас она пойдет сюда, на кухню. Вот она должна сейчас подорваться. И бегом к плите. Работать. Давай, 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 давай. Вот, кстати, сын. Ну, не мой сын, а сын Росимира, да, за которого мы играем. Что он нам может? Отлично, спасибо. Посмотри, что я нашел. Это для тебя. Гриб-зонтик. Круто, круто. Да ты тут добытчик, да? Нормально. Идем дальше. Дальше здесь у нас амбар. В амбаре, соответственно, работает два вида профессии работает. Значит, земледелец. Ну, она тут, я не знаю, она что-то балду гоняет, она должна вспахать. А она стоит тут, подпирает. Наверное, она думает, что крыша упадет. Да? И Фалиберта, она, по идее, должна заниматься внутри и делать удобрения. Ну, так, стоит для понта. Она увидела, что я зашел. Как бы, когда начальник приходит, все начинают делать вид, что не работает. Но ты почему-то не работаешь. Что-то ты какая-то бессмертная. Ладно. Потом разберемся. И сделал пока небольшие поля. То есть здесь у меня морковь. Капизда, капуста. Это свекла. А вот здесь морковь. Да, вот. И она вроде как одна с этими полями очень замечательно справляется. Больше не надо. Больше не надо, потому что будут продукты переизбытки, будут гнить, но удобрений хватает. Она справляется. Все хорошо, все замечательно. Так, идем дальше.
Здесь у нас кузнец, только почему-то он тут тоже. Ты чё, ногой застрял, да? Это ты делаешь вид, что немножко, что ты работаешь. А, типа уходи, я тут стою, да? Нормальный ты, пацан. Вот, кузница. Кузница первого уровня. И что делает кузнец? Кузнец занимается изготовлением инструментов, самых основных. Это молоток, пока деревянный, потому что молоток будет необходим ему, как для работы. Далее он делает каменную кирку, это для землекопов, людей, которые занимаются добычей камня, известняка. Вот, дальше он делает каменную мотыгу, да, для работников полей и огородов. Он делает каменные ножи для охотника. Ну, то есть, как бы, процесс более-менее автоматизирован. Самое главное следить, чтобы были ресурсы. То есть, вот эту цепочку нужно просматривать. Ему для изготовления, допустим, того же молотка необходим одно бревно и ветки. Нужно всегда смотреть, чтобы дровосеки переносили бревна и ветки, чтобы этот пункт в их трудовом распорядке был. То есть вот эту всю цепочку нужно смотреть, и это все удобно мониторить на вот этой вкладке строительства. Вот, допустим, хранилище. Хранилище — это самое первое хранилище, которое находится на старом месте, где у меня была деревня. Вот я его там оставил на первом уровне, оно там из веток, вот оно повреждено. О чем говорит вот этот значок? Вот этот значок говорит о том, что не хватает материалов. Вот, когда будет не хватать инструментов, здесь будет такой своего рода, как молоток или топорик. Потом позже покажу, если вдруг такой появится. И вот на этой вкладке «Статус» можно все это дело мониторить и сразу исправлять положение. Идем дальше. Тут у нас кито. А тут у нас лесоруб, да? Дровяной сарай. Этот человек занимается как раз таки добычей бревен, досок. Вот он вроде как делал вид, что работает, делает доски. И веток. Ну, соответственно, и дрова. Дрова — это необходимая вещь для обогрева помещений. Поскольку жильцам самое первоочередное необходимо обогрев, жилье, обогрев жилья, пища и трудоустройство. Ну и дальше там уже такие незначительные аспекты, такие как состояние домов, там, настроение. Все это дело нужно смотреть, мониторить и регулировать. Вот они пришли, отдыхают. У них конец рабочего дня. Вот такая вот деревня у меня получилась. Кстати, один очень важный для меня, лично для меня момент по строительству. Мне подсказали, как строить ровно, ориентируясь по компасу. По вот этому компасу в верхней части экрана. Вот видите компас? Соответственно, части света. Север-юг, запад-восток, северо-запад, северо-юг, северо-восток. И вот по этому компасу легко ориентироваться при строительстве. Вот получилось, я считаю, отлично, более-менее. Вот, сейчас покажу, как это делается. На примере, допустим, куда-нибудь отойдем. На примере до того же самого дома. Вот я выставляю дом. Предыдущий дом был на север. Выставляем вот эту стрелочку строго на север, и он станет на том же уровне, как и предыдущий дом. То же самое делается и с постройками, и с заборами, и с тропинками. Но опять-таки в любом случае нужно ориентироваться на поля.
поскольку поля уже изменить, насколько я знаю, не получится. В каком направлении поле легло, в таком направлении оно и будет. Вот, к примеру, вот оно поле. Сейчас. Ну, к примеру, да? Вот оно поле. Его изменить уже, его положение, будет проблематично. Точнее, невозможно. Соответственно, выставляешь сразу поле, и потом уже по нему все остальные постройки планируешь. Тогда будет все ровно, красиво. Но если тебе это нужно, конечно. Я вот такой человек, мне вот нужно, чтобы все было ровно. А там уже смотри сам. Соответственно, можно и немножко по диагонали строить. На северо-восток, к примеру, северо-запад и так далее. Вот по такому принципу все эти дела и делаются. Я очень долго ломал голову, как же это все делается, как люди делают, так ровно строят. Оказывается, все просто. Показываю один момент по поводу приготовления пищи. Специально для Катерины канал Foxtail. Значит, я обещал, показываю. Вот, допустим, котел. Она наводила. Да нет, сейчас пойдем напрямую сразу в дом. А я покажу. Вот у нас мы зажигаем каменный очаг. Вот у нас есть котел, где мы приготовляем супы, каши и так далее. И в самом низу каменный очаг. Создать. Пожарить мясо, рыбу и так далее. То есть это можно сделать даже на костре. Где-то в лесу мы остановились. До дома далеко, либо дома нет совсем. Разожгли костерок, приготовили себе мяско, пожарили его. И сразу удержанием кнопки Е можно вызвать меню и поспать на следующий день, до следующего дня. Вот как бы вкратце такой момент. А пеньки, кстати, тоже опять-таки для Катерины, убираются лопатой. Вот, допустим, дерево я срубил, подошел, здесь будет пенек. Оп, и выкопал. И пенька нет, и нет. Нет пенька, нет проблем, есть бревно. Как-то так. Это был маленький, очень кратенький обзор, чтобы вы меня не теряли. Я тут посижу сейчас со своими людьми. Вот. Маленький обзор на то, что сейчас происходит у меня на канале. Меня долго не было, потому что я занимался ремонтом. Не было возможности. Ремонт закончен. Будем сейчас продолжать записывать ролики и делать обзоры на эту замечательную игру. Всем спасибо. Всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рад каждому комментарию. Обязательно отвечу. Какие вопросы вас интересуют. Что-то, может, кто-то не знает. Все, что я знаю, обязательно расскажу. Всем спасибо и пока.